Дорогие друзья, присоединяйтесь. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров, 50 граммах. Вязать мы сегодня будем очень простой, в то же время красивый мотив. И узнаем, как соединить такие мотивы в единое полотно за счет выполнения последнего ряда вязания. Начинаем выполнение нашего мотива с 8 воздушных петель, замкнутых в кольцо. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную. Мое колечко готово. И теперь в колечко я буду выполнять столбики с накидом и чередовать их с арочками. Я выполняю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. Далее я выполняю арочку из 3 воздушных, накид, и мое колечко я провязываю 5 столбиков с накидом. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее опять арочка из 3. И вновь 5 столбиков с накидом. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. И арочка из 3. 1, 2, 3. Опять 5 столбиков. 1. Обратите внимание, я нить ввязываю по мере выполнения первого ряда. 2, 3, 4, 5. И еще раз арочка из 3. И теперь очень внимательно, у нас 3 воздушные заменяют 1 столбик, нам остается выполнить 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. И теперь я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема. 1, 2, 3. Выполняю соединительную. Мой первый ряд завершен. И вот у нас начало с вами нашего мотива готово. Мы продолжаем выполнение нашего мотива. И для того, чтобы начать выполнение второго ряда, мы переходим к началу за счет соединительных. Смотрите, первая соединительная воздушную и вторая. И приступаем к выполнению второго ряда. Для этого я выполняю 4 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с 2 накидами. Далее арочка из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И я ввожу крючок, вот мои 5 столбиков, я отсчитываю 1, 2, и вот центральный столбик, это 3-я вершинка, я выполняю столбик без накида. Далее продолжаем работу, опять арочка из 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 накида на крючок, под арочку выполняю столбик с 2 накидами. Итак, мы с вами продолжаем. Здесь все очень просто. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида. Далее опять арочка из 7. Столбик с 2 накидами. И так мы продолжаем до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение второго ряда. Очень внимательно я ввожу крючок 1, 2, 3 в 4-ю воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную.
Мой круговой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению следующего, третьего ряда. Для этого я выполняю опять же 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4, которые у меня заменяют столбик с 2 накидами. И выполняю арочку из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь очень внимательно под арочку предыдущую ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее выполняю 2 накида на крючок и ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Провязываю столбик с 2 накидами. Далее 2 накида и провязываю в эту же вершинку еще один столбик с 2 накидами. Далее арочка из 3. 1, 2, 3. И в эту же вершинку столбик с 2 накидами. Первый и второй. То есть 2 столбика мы выполняем с 2 накидами в эту же вершинку. Далее под арку столбик без накида. Далее мы выполняем арочку из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И столбик с 2 накидами в вершинку нашего столбика в предыдущем ряду. Далее опять арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида. И все точно так же, как мы выполняли только что с вами. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение третьего ряда. После того, как я выполнила арочку из 7, я ввожу крючок, как и ранее, в 4-ю, 1, 2, 3, 4, в 4-ю воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего 4-го ряда. Для этого опять же я выполняю 4 воздушные петли подъема, арочка из 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И под предыдущую арку ввожу крючок, столбик без накида. Далее 2 накида на крючок. И теперь смотрите, вершинку столбика без накида я выполняю первый столбик с 2 накидами. Далее второй. Далее арочка из 3. И в эту же вершинку 2 столбика с 2 накидами. 1 и 2. Выполнили. Далее под арку из 3 столбик без накида. И теперь 2 накида и вершинку столбика я выполняю точно так же, как только что выполняла. Первый столбик с 2 накидами, второй, арочка из 3 и опять 2 столбика с 2 накидами в эту же вершинку. 1 и 2. Под арочку столбик без накида. Далее мы продолжаем работу. Опять же выполняем арочку из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 накида, в вершинку выполняем столбик с 2 накидами. Далее опять арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида под арочку. И выполняем все точно так же, как выполняли с этой стороны.
Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 4-го ряда. После того, как я выполнила арочку из 7 воздушных, я ввожу крючок 1, 2, 3 в 4-ю воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную и далее приступаю к выполнению следующего 5-го ряда. Для этого, опять же, как и ранее, выполняю 1, 2, 3, 4 воздушные петли подъема. Далее опять у меня идет арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Под арку ввожу крючок, столбик без накида. И опять же буду выполнять все то же самое, вот как мы выполняли с вами и ранее. То есть выполняю столбик с 2 накидами. Немножко пододвинем столбик без накида. Первый столбик с 2 накидами, далее второй. Далее арочка из 3 и опять же 2 столбика. 1, 2 столбика с 2 накидами. Мотив сам по себе очень простой, но очень необычно смотрится. Под арочку столбик без накида, 2 накида и в столбик без накида опять же выполняем первый столбик с 2 накидами, второй, арочка из 3, 1, 2, 3 и 2 столбика, первый и второй столбики с 2 накидами. Далее под арочку столбик без накида. Далее столбик без накида, первый столбик с 2 накидами, второй, арочка из 3 и 2 столбика, 1 и 2. И далее под арочку столбик без накида. Вот у нас такая красота с вами получается, видите? Нежный, необычный, красивый мотив. И далее опять же арочка из 7, точно так же, как и ранее выполняли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик с 2 накидами. И опять арка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И столбик без накида. И далее продолжаем выполнять точно так же, как мы выполняли с вами только что. Так мы выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего 5-го ряда. И после арочки из 7 я ввожу крючок 1, 2, 3 в 4-ю воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. 5-й ряд завершен. И я могу приступить к выполнению последнего 6-го ряда моего мотива. Для этого опять же я выполняю 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Под арочку столбик без накида. И опять же будем выполнять точно такие же приемы, как мы выполняли с вами ранее. В столбике без накида я ввожу крючок и выполняю первый столбик с 2 накидами, второй, 3 воздушные и в эту же вершинку еще 2 столбика, 1 и 2. И столбик без накида под арочку.
Далее опять же 2 накида, вершинку столбика, первый столбик с 2 накидами, второй, арочка из 3, 1, 2, 3, и вновь 2 столбика, первый и второй, и столбик без накида под арочку в предыдущем ряду. Далее опять столбик без накида, столбик точнее без накида, 2 столбика с 2 накидами, арочка из 3 и еще 2 столбика, 1 и 2, и столбик без накида под арочку. Далее 2 накида, и у нас еще один такой вот прием последний, первый столбик, второй, арочка из 3 и 2 столбика еще раз, 1 и 2, и столбик без накида под арку. Смотрим, что у нас получилось. Вот так очень нежно, красиво получается и необычно. И далее у нас опять же идет арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 накида, столбик с 2 накидами, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, арочка из 7, столбик без накида, зацепилась ниточка, давайте повторим. И так мы с вами выполняем до конца ряда наш мотив, и завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего такого красивого мотива, в то же время несложного. После арочки из 7 я ввожу крючок 1, 2, 3 в 4-ю воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную, ниточку обрезаю, выполняю воздушную и при этом хорошо подтягиваю. Далее я нить убираю по изнаночной стороне вдоль полотна. И вот такой красивый нежный мотив у нас с вами получился. Нам остается рассмотреть, как выполнить присоединение наших мотивов последним рядом вязания. И теперь давайте рассмотрим, как выполнить присоединение нашего мотива за счет выполнения последнего ряда вязания. Вот видите, будем к этому мотиву присоединяться и к этому. Я уже выполнила несколько мотивов и соединила их между собой. Мы с вами уже начали выполнение нашего последнего ряда и продолжаем выполнять и будем присоединяться. У нас должна быть с вами арочка по узору из 7 воздушных. Мы с вами выполняем очень внимательно 1, 2, 3 воздушные. Далее я беру вот арочку из 7 воздушных, к которой буду присоединяться, ввожу крючок с изнаночной стороны, вот прям под арку. Выполняю столбик без накида. Столбик без накида у меня заменяет 1 воздушную. Далее выполняю 1, 2, 3 и возвращаюсь к моему мотиву. И выполняю все точно так же, как выполняла и ранее. То есть по узору выполняю столбик без накида. Далее 2 накида на крючок и по узору выполняю первый столбик с 2 накидами и второй.
Далее у меня идет арочка из 3 воздушных. И за счет нее, за счет столбика без накида я буду присоединяться. Я выполняю воздушную. Далее одну воздушную заменяю на столбик без накида. Вот смотрите, очень внимательно. Вот мы с вами выполнили присоединение. И теперь будем присоединяться к нашим арочкам за счет столбика без накида. И давайте я ввожу крючок под первую арочку. Здесь все одинаково и очень просто. И выполняю столбик без накида. Далее воздушная. И я продолжаю работу. То есть 2 накида, ввожу крючок в вершинку. Выполняю 2 столбика с 2 накидами по узору. И под арочку выполняю столбик без накида. Далее опять 2 накида, ввожу крючок, выполняю первый столбик с 2 накидами, второй. Далее у меня по узору арочка из 3, я выполняю одну воздушную заменяю на столбик без накида. Смотрите, вот моя арочка, я ввожу крючок в следующую арку. Я уже вот здесь выполнила присоединение. Его хорошо видно. И теперь точно такое же присоединение. Воздушное. И опять 2 столбика с 2 накидами. Раз. 2. Далее возвращаюсь к мотиву, столбик без накида. И я остановлюсь, мы смотрим, что у нас с вами получилось. Вот видите, уже у нас с вами есть наши соединения. И далее мы продолжаем точно так же, как выполняли с вами и ранее. То есть присоединяемся к нашим арочкам. Давайте выполним наше присоединение. Вторую сторону вы будете выполнять самостоятельно. По узору я выполняю первый накид, второй, воздушная, беру следующую арочку, под арку ввожу крючок, столбик без накида, вводим крючок с изнаночной стороны, воздушная. И опять же 2 столбика с 2 накидами. Раз и 2. Столбик без накида по узору. 2 столбика. Раз. 2. Воздушная. И опять арочка из 3. На готовом мотиве столбик без накида, воздушная и 2 столбика. Раз и 2. Столбик без накида. Далее выполняю 1, 2, 3. Ввожу крючок под арочку из 7. Столбик без накида. 1, 2, 3. И далее 2 накида на крючок. Я ввожу крючок в вершинку столбика моего мотива. Столбик с 2 накидами. И я остановлюсь. Мы посмотрим, что у нас с вами получилось. Мы с вами присоединили одну сторону. Вот видите, наше присоединение. Очень аккуратное, красивое. И теперь нам нужно присоединиться ко второму мотиву. Вот такая красота у нас получается. Ничего сложного. Я начну присоединение, вы далее продолжите самостоятельно. Я выполняю
Смотрите, раз, два, три воздушные. Далее под арочку ввожу крючок, столбик без накида. Далее опять раз, два, три и столбик без накида под мою арочку. Далее 2 столбика с 2 накидами. И мы, то есть, опять же, все точно так же выполняем, как и с противоположной стороны. Ну, не противоположной, а с той стороны, которую мы только что выполнили присоединение. Воздушное и так далее. Я останавливаюсь. Вот видно наше присоединение. Так вы выполняете до конца моей стороны. И вот видите, вот такое присоединение у нас с вами будет. Выполняете дальше самостоятельно, точно так же, как и здесь. Я выполнила присоединение второй стороны самостоятельно. Вот видите, мы с вами выполнили одно присоединение и второе. Нам остается завершить выполнение нашего мотива, убрать ниточки по изнаночной стороне. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать очень нежные и в то же время простые квадратные мотивы. Также узнали, как соединить их в единое полотно последним рядом вязания. И такое полотно может стать основой для буквально любого изделия. Прекрасно будет смотреться кардиган из таких мотивов, блуза, покрывало, скатерть и так далее. Обязательно пишите в комментариях, что вы планируете сделать. Понравились ли вам такие квадратные мотивы. До новых встреч, творческих вам успехов и, конечно же, огромное спасибо, что вяжете вместе со мной.